привет. Рановато, ну ладно. Добрый вечер всем. Я сегодня расскажу вам про Dynamics Learning Pass. Это новая функциональность Dynamics 365. Расскажу, зачем она нужна, да, и какую глобальную миссию она несет и какую задачу основную решает. Функциональность Dynamics Learning Pass появилась, наверное, еще с 16 версии, да, с некоторых версий даже 15. Вы все видели справа некое информационное окно, которое начало появляться и нести в себе какую-то информацию, да, о продукте, которого не было ранее. До какого-то момента это окно было не кастомизируемое, да, не настраиваемое, и только вот с появлением Dynamics 365 появилась возможность и полноценный инструментарий для того, чтобы настроить эту функциональность. Для чего же нужны так называемые Learning Pass? Learning Pass – это воплощение той самой пользовательской инструкции в Dynamics 365. То есть все, кто когда-то писал пользовательские инструкции в виде Word-документов с кучей скриншотов, с выделением каких-то продуктов, кнопок, которые нужно нажать, да, последовательно, все поймут, зачем эта функциональность. Да? Те, кто не писал таких инструкций, простыми словами можно объяснить, что это последовательный пошаговый гайд для определенных ролей пользователей, да, по функциональности системы. Что самое приятное, конечно же, это функциональность теперь доступна для настройки, и вы можете строить эти гайды по вашей кастомной функциональности. То есть вне зависимости от того, какие объекты используются в рамках Dynamics 365, будь то системные объекты, будь то кастомные объекты, вы можете настраивать эти гайды, предоставлять к ним доступ, и уровень адаптации к продукту конечных пользователей, я думаю, повысится в разы. Ну и, конечно же, уровень консультантов, которые будет писать такого рода пользовательскую инструкцию, он должен быть не такой уж и высокий, то есть все просто, все доступно, да, то есть достаточно простой инструментарий к настройке. Ну, перейдем, собственно говоря, к демонстрации. Особо слайдов я показывать не буду, потому что все больше основано на функциональности системы. Собственно, вот у меня, да, вы видели, появился и скрылся резко часть моего Learning Pass. Давайте я перезагружу систему. Значит, по умолчанию, когда вы устанавливаете Dynamics 365, включаются стандартные Learning Pass, которые предоставляет вам Microsoft. Также их набор зависит от того, какие модули вы устанавливаете. Да? Если вы добавляете, например, Project Service или Field Service, то, соответственно, у вас в наборе Learning Pass'ов появятся дополнительные разделы и дополнительный контент. Собственно, стандартный Learning Pass представляет собой, можно сказать, как default solution. Да? То есть вы его не можете удалить, он есть по умолчанию, но вы можете наложить сверху свой. Да? То есть вы можете его полностью заменить своим собственным Learning Pass'ом, но дефолтный останется при этом. По сути, дефолтный предоставляет сама компания Microsoft, да, с выходом новых версий. Я думаю, что этот контент будет обновляться. Итого, вы можете видеть, что первое вы можете видеть, да? Это явный HTML контент, то есть встроено видео, вы можете здесь видеть гиперссылки переходов, а также есть некоторые элементы управления и навигации в данном Learning Pass. Давайте рассмотрим, какие они бывают. То есть вы можете переходить по страницам. То, что вы видите в данном случае, называется Sidebar, да? Sidebar Navigation. Второй вариант Learning Pass – это Guided Task, когда система подсказывает вам, что же вы должны сделать и в какой последовательности. Guided Pass, они выглядят вот не как гиперссылки, а если видно вам, они подсвечены таким зеленым, да, и соответствующая иконка изображены в контенте данного Learning Pass. Давайте попробуем пройти одну из них. Например, система предлагает, попробуйте это, да, каким образом отсортировать или найти карточки записей потенциальных клиентов. Ух ты, да, и у нас прямо в системе появляется окно, в котором есть, опять же, такой же динамичный HTML-контент, некоторые подписи, в которой написано, что для того, чтобы отсортировать лиды, вы можете нажать на название столбца.
Да, вот те вещи, которых всегда не хватало в Dynamics 365 и на которые никогда не хватало времени, чтобы написать это в инструкциях, потому что тогда бы инструкции были бы очень большими. Да? Иногда заказчики экономят на обучении, поэтому вот эти базовые вещи оставались неосвещенными, и какие-то продвинутые пользователи это знали, там, да, самостоятельно изучали, клацали, понимали, как это сделать, а те, кто не знал, собственно говоря, не пользовались всеми преимуществами системы. Теперь это есть в базе, вы можете использовать стандартные какие-то вот эти гайды, ну и добавлять свои, как я и сказал. Гайды task представляют собой последовательность, поэтому вы видите вот такими точками отображено, сколько же последовательностей этих тасков будет вам предоставлено. Да? В нашем случае у нас есть последовательность, в которой мы можем нажать «Далее», да, и, соответственно, перейти к следующему guided task, в котором у нас что-то написано. Да? То есть, опять же, прямо сюда в guided task можно встроить тоже видео. Да? То есть, если вы любите там записывать видеоинструкции, их можно прямо сюда в guided task вставлять для того, чтобы отображать пользователю. Кнопочка Guided говорит о том, что я прошел этот Learning Pass, и вот сейчас у меня он отобразится как Guided Task с галочкой. То есть не просто возможность пройти, а еще и отметка о том, что вы действительно прошли все шаги, да, и последовательно, можно сказать, изучили данный кусочек материала. Окей. Что мне очень нравится в этом функционале? Система с обратной связью. То есть это не только функциональность «нажми и покажи мне help», как было раньше, да, контекстный по этому разделу или по этой части функциональности. Когда вы переходите к следующему элементу, вы видите, сейчас произошел переход между меню, и из списка лидов я провалился в маркетинговый дэшборд. Да, обратили внимание? Окей. Хорошо. В данном случае это настраивается в меню навигации сайдбаров, да, сайд-панелов. Вы можете настраивать переход и, собственно говоря, привязанный к конкретной страничке этот сайдбар, он будет отображаться, то есть будет выполнен переход между меню. Опять же, вы здесь можете просмотреть информацию, да, там сказать, окей, меня это интересует, и пойти далее. То есть, опять же, здесь у меня в данном случае осуществляется переход в другой дэшборд, в котором отображается там другая история. У меня снова есть некий guided task, да, который говорит мне, ого, вы можете использовать представление в данном случае, да, и выбрать вам интересующее вас представление в списке кейсов для того, чтобы просмотреть информацию. Я говорю, окей, хорошо. О, супер вопрос. Нет, это так Microsoft настроил, да? Я сейчас показываю стандартно от Microsoft. Я покажу сейчас и конструктор. Вы самостоятельно привязываете guided task к элементам интерфейса. Просто супер, да, вообще фантастика. Я сейчас перейду в раздел, где настроен мой guided task, для того, чтобы показать. Пока я перехожу в раздел системы, к которому привязан мой Learning Pass, да, Guided Task это уже точнее элемент Learning Pass, я вам расскажу о следующем. Немножко неявно было для меня, но на самом деле привязка сайдбара или Guided Task к какому-то из элементов системы происходит путем просто перехода сюда и создания нового Learning Pass отсюда, да, из того места, к которому должна быть осуществлена привязка. Это приходит с опытом, да, несколько раз. Супер, SmartTalks, это наш guided, это наш сайдбар, да, и наш Learning Plan. То есть, собственно говоря, вот это настроил я самостоятельно, и я вам покажу, как это сделать. Давайте еще в общем расскажу о том, как концептуально или архитектурно построена система. Весь контент хранится в Azure, да? То есть вы не загружаете его в CRM, вы не используете хранилище CRM для того, чтобы сохранять там картинки, сюда можно вставлять картинки, собственно говоря, наполнение текстовое и так далее. То есть вы не найдете это в каких-то там кастомных специфичных объектах, все находится в Azure, все находится в продукте Dynamics Learning Pass. И я вам скажу больше, я вот не просто так здесь открыл такую вкладочку, как Microsoft Office Home. Если вы в нее переходили, вы, наверное, заметите какую-то корреляцию между тем, что я показываю, и вот этим функционалом, да? Похоже? Это тот же Learning Pass.
Этот продукт будет использован во всех продуктах линейки Dynamics и в каких-то, наверное, продуктах Office 365. Да? Преимущество теперь в том, что вы можете написать здесь инструкцию, касающуюся Sales, дальше там Operations и так далее. Да? То есть если пользователь в рамках своей роли использует несколько модулей, да, или несколько подсистем из линейки Dynamics 365, Learning Pass будет единым. Okay, да? Это архитектурно и как глобально построено. Более того, Learning Pass доступен для перевода, то есть вы можете выполнить локализацию для того, чтобы, переключив язык интерфейса, да, пользователь получал ваш Learning Pass на нужном языке. Да? Что-что? Он уже работает на разных языках? Да, да. Ну, по крайней мере, заявлена эта функциональность. Давайте быстренько расскажу, как его включить. Да? Для того, чтобы его включить, необходимо перейти в системные настройки. В системные настройки и в разделе General, да, на вкладке General, у вас будет такая опция, как Enable Learning Pass Authoring и Enable Learning Pass. Да? Эта настройка и включает эту функциональность для вас. Но это еще не все. Для того, чтобы вы начали, у вас появилась возможность редактировать ваши Learning Pass'ы, точнее, после того, как вы включили эту опцию, в разделе администрирования Office 365 в группах у вас появляется специальная группа так называемых авторов Learning Pass'ов, да? То есть тех пользователей, которые смогут корректировать контент, находящийся в Learning Pass'ах. Я сейчас перейду, просто показать вам, что такая группа появилась у меня, да, и что я там себя туда добавил. Собственно, до момента, как вы добавите себя в эту группу, вы не сможете редактировать. То есть у вас будет появляться все то же самое, но при попытке нажать кнопочку «Изменить контент» у вас будет сообщение о том, что вы не входите в группу. Ну, вот такая хитрая немножко связка, да, в CRM включили опцию, потом в Office 365 перешли и добавили себя в определенную группу, можно назвать ее группой безопасности. Так, показываю вам эту группу, вот мои группы Office 365. И вот она, Learning Pass Authors, да, авторы планов обучения. То есть не надо пытаться ее создать руками, она появится автоматически, как только в CRM вы включили эту опцию. Ну, что-что? Я сейчас покажу. Обязательно, да. Но если вы не верите, да, что... Да, нет, все правильно. Вот он я, да, один мембер. Окей, хорошо. Не буду томить больше, давайте перейдем к продукту, то интересно посмотреть его, да, я вот рассказываю, все рассказываю, а продукт не показываю. Очень интересный, удивляющий своей новизной интерфейс, да. Он, конечно, в стиле Office 365 и Dynamics, но есть небольшое отличие. По сути, это и есть список ваших Learning Pass'ов, да, которые, как вы видите, есть различного типа. Вот это называется, иконка Sidebar, да, Sidebar, а вот это вот Guided Task. Да, это которая вот там последовательно всплывает. Хорошо. Какие есть кнопки, да, и, собственно, это вьюха, да, стандартная, тут не о чем рассказывать. У вас есть кнопочка «Добавить сайдбар», да, и «Добавить Guided Task». Но помним, что когда мы добавляем сайдбар, нажимаем кнопку «Создать сайдбар», привяжется он к той странице, с которой мы нажали кнопку редактирования контента. Да. Вот этот момент нужно запомнить. Изменить страничку нельзя. То есть вот... Да. Как-то просто для меня было, казалось это как параметром, который можно внести, да, для того, чтобы, указать, к какой именно страничке привязано. Но тут немножко не так было все. Хорошо. Что еще есть в Learning Pass'ах? Они привязываются к ролям безопасности. То есть вы можете сказать, что вот эта роль безопасности будет видеть этот Learning Pass. То есть Sales менеджеры, да, для них делаем один Learning Pass, они его видят, они не видят другого контента там.
менеджеры, работающие в сервисном подразделении, видят другой Learning Pass. Есть специфика. Роли синхронизируются только из рутового бизнес-юнита. То есть, если у вас специфичная кастомная роль, настроенная уровнем ниже, вы ее здесь не увидите. И не сможете к ней привязать Learning Pass. Я надеюсь, что это временное ограничение. Окей. Публикация и так называемые publishing groups. Вы можете публиковать свой контент в несколько организаций. Супер. То есть, если у вас есть тест, прод, понятно, да? Опубликовали на тесте, проверили, перенесли на прод. Если вы там провайдер собственных решений, например, да, вы для своих клиентов можете публиковать learning пассы в их организации, предоставляя при этом такой полный контент, да, и решение, и еще и инструкция к этому решению. Понятно. Хорошо. Это что касается конфигурации. Да? Ну, интерфейс, я же говорю, тут такой, надо к нему привыкнуть. Back. Угу. И кнопки, которые позволяют вам сделать определенные действия. Значит, какие действия позволяют сделать кнопки? Для каждого элемента Learning Pass существует возможность сделать чек-ин, то есть сохранить некую промежуточную версию до публикации, да, до того, как она будет доступна для всех. Опция необходима для того, чтобы, если несколько авторов ведут работу над одним и тем же элементом контента, чтобы они потом могли, собственно говоря, видеть изменения другого автора, да, и, собственно говоря, публиковать совместно измененный контент. Экспорт-импорт позволяет выгрузить элемент Learning Pass для того, чтобы выполнить его перевод, локализацию. Да? Собственно, кнопочка Publish позволяет вам отсюда опубликовать, да, этот элемент. Localize, просто кнопочки собраны экспорт-импорт, ну и Configuration я вам показал. Есть возможность искать и есть почти как в CRM переход по страничкам, да, вот видите. Ну, собственно, это и весь функционал предоставления списка этих Learning Pass. Давайте провалимся глубже, да, и посмотрим, собственно говоря, как же выглядит редактор Learning Pass'ов. Вне зависимости от того, какое действие вы предпринимаете, изменение или создание Learning Pass'а, у вас открывается слева почему-то окно параметров Learning Pass, да, в которое вы можете или внести правки какие-то, или просто нажать Save и перейти к редактированию. Но оно у вас будет открываться каждый раз, когда вы, еще раз повторюсь, или изменяете, или создаете Learning Pass. Давайте последовательно пройдемся. Ну, опция Disable, понятно, отключит этот Learning Pass, да, то есть если вы хотите его пока что отключить. Make this error sidebar. Что это значит? Это сайдбар, в котором будет написано что-то, если у вас произошла ошибка в вашем Learning Pass, вы будете перенаправлены на этот сайдбар. Да, он напишет там, упс, ошибка, извините, мы исправимся. Ну, как-то так, да. Соответственно, эта галочка отвечает за эту опцию. Made this home sidebar, то есть это возможность сделать сайдбар домашней страничкой сетбаров, да, то есть всегда у вас в элементе интерфейса, я еще раз его покажу, есть возможность вернуться на некую стартовую страницу, да, и, собственно говоря, вы можете настроить эту стартовую страницу самостоятельно. Вы зададите правильный вопрос, а что если я сделаю Learning Pass без стартовой страницы? Ответ на него будет такой: вы попадете на стартовую страницу от Microsoft, да, на сайдбар от Microsoft. Хорошо. Оказывается, Learning Pass доступны для различных вариантов интерфейса. Десктоп и таблет, вы видите, да? Хорошо. А также существуют различные опции запуска сайдбара. Button is clicked. Эта опция запуска сайдбара говорит о том, что этот сайдбар будет запущен на этой странице тогда, когда я нажму кнопочку вызова помощи. Понятно, да? Page is load. Ну, соответственно, когда загрузится страничка, вместе с ним, вот, ну, стандартно, да, вы видели, выезжает этот сайдбар автоматически. И link is clicked означает, что вы в каком-то из сайдбаров ссылаетесь на него, да, если вы хотите на этот сайдбар перейти, соответственно, вы указываете, что открываться он будет при переходе по определенному линку. Да? То есть, ну, для связки между собой. Да,
это стадия жизненного цикла, которая будет использована для открытия сайдбара. Очень интересная опция. Я как бы не удалось мне, честно говоря, получить детали, за что же она отвечает, пока мы опустим ее возможности. Тем не менее, security roles. Возможность привязать к ролям безопасности сайдбар. Да? Здесь вы выбираете, вот таким образом у вас появляется возможность галочками отметить, для каких ролей безопасности этот сайдбар будет отображаться. И существует два типа темплейта. Один — это одна колонка, и второй, который вы не видели, и у Microsoft его нет, но я его сделал, чтобы вам показать, я вам покажу чуть позже. Хорошо, и статус этого сайдбара, видите, published. То есть он на сейчас опубликован, но если я нажму Save, по сути я попаду в редактирование этого сайдбара и создастся некая промежуточная версия этого сайдбара. Да? То есть опубликованный будет жить, но мой, который в редактирование которого я зашел, будет отображен для редактирования. Теперь да, там слева, тут справа, просто чтобы удобно было. Ну, так как сайдбар появляется справа, да, интерфейс очень удобный. Открывается окно редактирования сайдбара. Значит, здесь все разбито на секции. Да? То есть у вас нет возможности просто написать какой-то текст, вы добавляете определенные секции. Давайте последовательно посмотрим, какие же... Вот внизу всегда у вас будет опция добавления новой секции. Вот этой секции не видно, да, это как бы элемент добавления новой. Значит, вы можете добавить просто текстовую секцию, вы можете добавить видео, да, вот здесь у меня вставлено видео. Достаточно предоставить ссылку на видео, да, можно добавить какое-то описание его, и он встроится айфреймом прямо в элемент сайдбара. Да. List of links добавит возможность отобразить некоторые списки ссылок. Вот как раз таки мы выбирали с вами опцию запуска сайдбара при переходе по ссылке. Да. То есть вы говорите, вот моя стартовая страничка, выбирайте себе Learning Pass. Да. Вот я там Sales Manager, вот я Operations Manager и так далее. И дополнительные опции. Одна кнопка, две кнопки, Existing Guided Task и Legacy Help, да, то есть некая общая помощь. Значит, одна кнопка, вот она выглядит вот таким образом, ее добавление. Вы можете здесь сделать описание и указать, куда мы по этой кнопке перейдем. Куда мы можем перейти? Это на Guided Task, на сайдбар, на Page in App, да, на какую-то страничку в нашем приложении и на веб-пейдж сторонний абсолютно. Да? Далее, если я хочу собрать свои guided таски, помните, вот у меня там было, как сортировать лиды, да, как создать новый лид, то я добавляю такой элемент управления, который называется Existing Guided Tasks. И он их собирает вот таким образом, то есть есть некий title и, собственно говоря, список этих guided тасков, которые я здесь использую. Понятно, да? Или не очень? Ну, такой, да, достаточно простой редактор. Здесь удалить, изменить, да, добавить новый guided task. Вот эта кнопка отвечает за переход на домашнюю страничку. Да, всегда. Вот эта кнопка отвечает за фидбэк для компании разработчика этого продукта. Ну, подразделение некого Microsoft, да, я подозреваю, так что. И вы можете отправить фидбэк, то есть это, она статично прикреплена с сайдбара. Окей, хорошо. Давайте теперь покажу, как будет выглядеть работа с моим сайдбаром. Да? Согласны? Давайте. Значит, для раздела Opportunities я вам, чисто из целей демонстрации, создал такой сайдбар, который выглядит и отформатирован по шаблону двух колонок, а не одной. Вот так он выглядит. По сути, просто распределение контента в две колонки, да? И он немножко... Он всплыл просто на открытии вьюхи, да? Да. Что интересно, смотрите, система же расположена на ажуре, поэтому CRM чуть быстрее загружается. Learning Pass чуть-чуть медленнее, буквально вы не заметите этого, но тем не менее, когда вы смотрите на кнопочку помощи, она сначала просто вопрос, и если сейчас я нажму, я попаду на внешний сайт поддержки Microsoft. А вот пошла загрузочка у меня, да? Все пропало. Что пропало? Нет, кнопка пропала, пошла загрузка Learning Pass, да? Много контента, хорошего, наполненный, поэтому грузится долго. Да. Вот, оп, нажали и получили
learning pass, относящийся к этой страничке системы. Понятно, да? То есть я создал этот сайт-бар для этой страницы. В данном случае это Sales Opportunities. Ну и поехали. Я создал Guided Tasks, да, чтобы вам было не скучно. О, система говорит, привет, да, ты находишься в разделе Opportunities. Ну так, чтобы было понятно вообще, куда ты попал. Хорошо. Да, а вот твое дефолтное представление, да, хочешь его изменить, можешь там выбрать и, собственно говоря, указать какое-то другое представление. А вот здесь ты можешь найти какую-то информацию о возможных сделках, да? Как 3D, да, головой крутить пускай. Да. Абсолютно. Но, конечно, можно последовательность там сверху вниз, справа налево, да? Но я решил динамично сделать. Все. И финалом этого паса является, собственно говоря, создание новой сделки. Да, хорошо. Идем дальше. Но это же не все, да, ну это хорошо. Создаем мы новую сделку, хорошо. Мне интересно, да, ну то есть здесь в принципе понятно. Создаем новую сделку, поля. Не все знают, как они заполняются. Вот, Opportunity Form, да, следующий Guided Task. Переходим на него, фантастика происходит, открывается новая сделка. Сама. То есть практически вот та самая красная кнопка, да, которая сама все делает. Я пытался и поля сам, ну, чтобы она заполнила. Ну, не хочет, да, к сожалению. Есть же recommendation. Да, есть recommendation, но пока я хотел, чтобы заполнила сама. Так, смотрите, есть нюансы, связанные с разрешением экрана, поэтому немножко элементы, если вы их жестко позиционируете, они более или менее хорошо привязываются к элементу интерфейса, но если там стоит автопривязка, то иногда бывает скачет, да? Но это зависит от разрешения экрана. В данном случае я указал свой элемент, точнее привязал свой guided task к конкретному полю и сказал, что заполните, пожалуйста, это поле. То есть если я буду нажимать куда-то, да, система будет мне указывать вот именно туда. Ты должен внести топик, да? Давай только в такой последовательности, да? Да. Вот здесь вот ты должен внести аккаунт. Не, здесь она не предполагает, что сразу пользователь вносит. Ну, можно дать такую возможность, но лучше, собственно говоря, провести его по какой-то цепочке, сказать, вот так ты должен поступить, и потом, собственно говоря, выполнить все, что его интересует. Это что, он заходит первый пункт, это вообще очень сложно. Что-что? Ну, то есть, мне кажется, все-таки лучше, чтобы сразу заполнял, причем в том окне. Потому что пока считает первый пункт, дойдет до 8. Это зависит от того, как настроен вот этот элемент Guided Task. Я сейчас покажу их в редакторе. Они есть различных типов. То есть есть такие, которые не дают ничего сделать. Вот видите, я пытаюсь поле заполнить, он мне говорит, посмотри, пожалуйста, сюда. Вот сначала почитай, а потом в систему нажимай, да? Ну, то есть, ты сам выбираешь. почему, да? Вот. Здесь идет привязка к абсолютно кастомному элементу формы. Здесь веб-ресурс, да, встроенный вот сюда в форму. Но в том числе он позволяет привязаться, то есть, к элементу формы. Да, например, нажмите там «Старт». Вот видите, в данном случае у меня нету кнопки «Далее», и система ожидает, что я что-то сделаю с этим контролем. То есть, как только я здесь нажму «Старт», мне выдастся следующий, а вот здесь вы увидите результаты prediction. Да? Ну, это у нас там элемент машин learning в данном случае. Понятно? Да? И я говорю next, все, завершаю свой learning pass, супер, все получилось. Вот это вот такой финальный элемент learning pass, который можно сказать там learn more, какую-то ссылку, smart talk the best, ну и так далее, да. Все. Посмотрим теперь на редактор, да, этого guided task. Что-что? Что-то я думаю, очень большой. Нет, абсолютно. Смотрите, все интуитивно понятно. Для того, чтобы вернуться в список learning пассов, нужно нажать кнопочку Home, да? И теперь это у меня Opportunity Creation, вот такой вот guided task. Он мне говорит, что этот guided task опубликован. Опять же, меня сначала в окно свойств, да, я говорю, все хорошо. Говорю Save, и потом попадаю в редактор. Вот он, кстати, называется Flow Editor, да, то есть последовательность действий, которая должна выполняться.
Вот мой редактор. Все очень просто. Да? То есть вот мои элементы шагов. Ну, например, вот я первый элемент, я могу его просмотреть, изменить, изменить свойства или удалить. Если я говорю отредактировать, то он будет выглядеть вот таким образом. Видите, он указывает, ну и связан с конкретным полем в данном случае. То есть если нормальное разрешение, просто сейчас за счет проектора немножко уменьшить разрешение, то оно будет выглядеть вот так. То есть будет видно, к какому конкретно полю оно привязано. Да? Здесь опять же я могу изменить текст этого таска, заголовок, добавить видео в том числе. А также есть вот такая вот кнопка, которая позволяет вам указать, с какой стороны элемента интерфейса указать этот guided task. Показать его точнее. Вот почему. Да, то есть вот здесь вот, да, по умолчанию выбирается auto position, то есть он там сам определяет, да, с какой стороны лучше его показать. Если вы жестко указываете, то иногда может случиться ситуация, что этот таск будет отображен здесь и не будет влазить на экран. Да? Придется удалить и создать заново. Когда вы перешли в редактирование элемента guided task, у вас всегда в левом верхнем углу будет вот такая вот стрелочка, которая вас вернет, собственно говоря, в список последовательности этих guided тасков. Какие бывают варианты так называемых баблов? Да? New bubble. Bubble with next button. Это когда у вас есть текст, заголовок и кнопочка «Далее». То есть система ожидает, что следующим действием вы нажмете кнопочку «Далее». То есть, Не даст ничего больше. Да, не даст ничего делать. Bubble with user action предполагает, что вы нажмете не «Далее», а на элемент формы. То есть если вы в поле нажали, ну, в поле вас отвела система или какая-то там кнопка, да, то... Конкретный. Да, конкретный элемент. Simulate user action. Вот я думал, это то самое, да, заполнить поле значением. Нет, к сожалению. Это просто визуально на форме покажет взаимодействие с этим полем. Ну вот, если вы мышкой нажимаете, например, в текстовое поле, курсор ставится, если кнопку нажимаете, то она там цвет может менять, да, вот просто она симулирует, то есть покажет этот бабл и на этом элементе управления симулирует некое действие, ну нажатие кнопки, например. И bubble with learn more это вот этот последний, да, последний, в котором кнопочка learn more, вы можете по этой кнопочке отправить на сайдбар дальнейший, да, который вы хотите показать ему там на сайт, или просто завершить learning pass, сказав окей, молодец. Собственно, базовая это вся информация, которую я хотел бы донести по поводу learning pass. Возможно, у вас есть вопросы по этой функциональности, я с удовольствием на них отвечу. Да, Паш? Как показывала настройку, там функция экспорта и импорта, он тип файла загружается, и что с ним можно делать? Все же классически, да. Сейчас, секунду, я покажу просто, ну окей, предположим, delete changes сделаю. Где он мой? Вот он мой, так? Не publish, localize, export. То есть на Excel, да, получается? Я сейчас покажу просто, как он выглядит. Ну, zip, конечно же. Open folder. Я надеюсь, тут есть элемент, который способен его разархивировать. Я думаю, что можно открыть Excel. Вот этим. Не хочет открыть. Да, какое-то специфичное разрешение файла XLF, да. Ну, внутри, как всегда, XML, поэтому, ну, Там надо другую опцию, наверное, было. Да, надо выбрать, ну, конвертировать. или получить из файла, да, или так далее. Ну, короче. То есть, в принципе, ну, с точки зрения локализации, классика Java. Сказать, что делать много чекин, а то честно. Чекин это как в Visual Studio, когда мы делаем чекин и создаем некую промежуточную версию до публикации. Как в SharePoint. Как в SharePoint, да. То есть у меня документ лежит в библиотеке, доступ к этому документу есть у всех, я должен его забрать на редактирование, и тогда он находится, условно говоря, в подвешенном состоянии,
остальные пользователи могут нажать на него, но они увидят его предыдущую версию. Он у меня пока, и они не смогут его редактировать, им выдаст сообщение, что документ зачекинен другим пользователем. А потом по закрытию он мне скажет, будем его чекаутить, вернем назад его, уже в новую версию, или вы хотите еще к нему его еще поредактировать. Если я нажимаю чекаут, то делать его доступным на новую версию. Версии, вот я хотел показать, да, что версии это самого application Learning Pass, а вот это версия вашего, собственно говоря, ну, в данном случае guided task. То есть он добавляет версии. Да? Также в опциях есть, точнее в advanced options, когда вы заходите в редактор, есть возможность добавлять теги. Ну, для поиска быстрого, да, если вы много сделали этих guided тасков. Что еще важно, и что я хотел бы сказать, и что у меня тоже получилось не с первого раза, ну просто надо было сделать последовательность действий, да, а не ожидать, что кнопка появится сразу. Кнопка Publish в случае guided тасков появляется только тогда, когда мы сделали превью. То есть мы посмотрели превью, и тогда у нас появляется кнопка Check-in и Publish. Все такой гайд. Да, гайд, да. сделали. Я сначала начал грешить, там интерфейс неудобно, а потом, ну, это же логично, просмотри сначала результат, а потом публикуй. Ну, абсолютно. Вот. Здесь вы можете сделать чекин, ну, как я и сказал, да, и, собственно говоря, паблиш, если вас все устраивает. Здесь вы выбираете, вот помните, я сказал, что можно в несколько организаций сразу публиковать. Здесь из списка вы выбираете, в какие организации опубликовать данный guided task. Ну, вот таким образом, да. Если вы просто обычно пользуетесь шоперовой систему, он, например, получается, прошел полностью guided task от начала до конца, не потом будет снова показываться или нет? При переходах Да, я на тоже не сайт. увидел опцию, где сказать не показывать больше. Показываю. Я не понял. Ага. Opt-out. В настройках пользователя есть опция Opt-out. Если хотим для организации, в System Settings, да, где я показал изначально, но пользователь может выйти отсюда. Опять же, здесь мы можем настроить навязчивость, да, и мы можем сказать, показывать при PageLoad или показывать тогда, когда пользователь вызвал эту кнопку, да, и нажал ее. Ну, собственно говоря, запросил, можно сказать, помощь. Да, Ну а если PageLoad постоянно будет показываться, начинаю. да, постоянно будет То есть, показывать. если для каждой сущности у нас настроена подсказка, при Да. открытии с вьюшки у нас параллельно будет показываться. Смотри, какой вариант может быть. Мы создаем роль безопасности, которую называем новичок. Да, показывать все. Добавляем этой роли права, как у Sales менеджера, разрабатываем guided таски, которые привязаны к PageLoad, даем ему роль на месяц, например, адаптации. Давай на 3, на пробный период, На- чтобы супер. наши его ждали. Да. И потом переводим просто его в другую, ну, назначаем другую роль безопасности, все. Он не видит этих guided тасков. Да. А еще раз, можно что-нибудь встроить, какой-то веб-ресурс или что-нибудь такое? Да, я тогда перейду в редактор, да, чтобы было видно. Значит, начинается, да, iFrame с другой системой, да, там, чтобы понажимать, конечно. Хорошо. Я в файле какой-нибудь чат-бота, чтобы было. Чат-бота, да. Но не надо, это не Unified Service Desk, нет, это только для обучения и адаптации в системе. Но тем не менее, вот этот редактор распознает адекватно HTML. То есть, если я, например, сделаю вот так, YouTube, Я просто больше знаешь, как есть онлайн-звонилки, при этом онлайн-клиент для строителей, я могу показать только на версии iFrame, да, ну, некого iFrame. Вот, потапанности Каменских ни в коем случае не в целях рекламы. Да. Так, вот я копирую embedded код, да, то есть когда там добавлены теги iFrame, allow access, да. Я надеюсь, что... еще раз, да? Он не будет на этом клипе копировать.
А, он что-то знает, да? Да. Не, скопировал. Вот, и встроился. Вот он iFrame, да. Я его сохраняю. Я сделаю сейчас превью и покажу вам, как он будет выглядеть. Не очень красиво. То есть, Нет, когда ты секунду. заходишь в список продуктов, который может да, записан, так сказать, там, выше. Например, да, Сереж. Я не задумывался прямо над таким. Так. Пусть это будет просто текст, например, да? Или, например, заменить вот эту ссылку вот этой ссылкой, да? Вот это отрабатывал, мне нравится, вспомнил. Ну, с точки зрения iFrame отрабатывает, когда вот в URL видео вставляется. Так, делаем превью. И тут, воу, потап и настройки, да, 2 раза вставился. Супер. 3 раза. Тут по-другому вставил. Ну, можно, да? То есть вы поняли. Значит, образец. Можешь представить первый, который у тебя был изначально? Когда ты начал Большой? писать? Двух колонн? Не, именно еще который стандартный, по идее, система. Стандартный, да, сейчас, секунду. Ну, например, Это который у тебя лайв-чатом были, это уже и колми. сейчас, да. Это же Да, ну это же Microsoft. Ну, в смысле, это запуск, да, это просто ссылка. Buy Now, ну, это тоже просто ссылка, которая, ну, предлагает мне все-таки купить мою реальную версию, да. Это тоже просто ссылка. То есть все это просто ссылки, какие-то кнопками сделанные, какие-то вот такими ссылками. А смайлик? Смайлик это фидбэк, я же сказал. Вот там улыбчивый, да, смайлик, и там окей, например, да, отправим ему. Окей, пацаны, все, хорошо. А куда отправляем? Разработчикам данного решения, я думаю, напрямую. Завтра посудить. Возможно, свяжется со мной, да. Да, ну и есть, кстати, help, точнее, search по этим материалам. Там по тегам или просто Э, Настя. Вот нашло мой guided task opportunity form. Немає ніякого варіанту там вводіть відповідь на питання. Десь питання. Нет, это не система для сбора, Это разговорчик. да, для экзаменирования Було б пользователей. круто зробити, як зараз в АТБ, кажется, зробили екранчики стоять, типа, чи нравиться вам продукт. Мгм. Тоже було б спливаюче кошку, чи нравиться вам. Кассирша для- Есть айфреймы. Сережа, смотри, создаешь придумал. Айфрейма можно встроить Voice of the Customer, так? Прямо сюда. Опросник. Нравится продукт, нажимают ОК. Все. Решили вопрос. Презентують просто ідею. И реклама. Да, как параметризировать эти ссылочки? В каком именно окне сейчас пользователь находится? Какого-то элемента программирования я не увидел вообще. Да, то есть все только вот в тех визуальных редакторах, которые я показывал. Я предполагаю, что будет чего-то не хватать. Да, я предполагаю, что какие-то вещи будут нереализуемы. Но общая концепция того, что наконец-то инструкции будут не валяться в общем хранилище и их не будет никто читать, да, они будут реализованы хотя бы в виде вот таких базовых окон с основными функциями. И эти окна можно настраивать для вашей кастомной функциональности. Это будет всегда большим плюсом для ваших клиентов. Если вы разрабатываете некое стандартное решение и у вас есть функциональность, которая разрабатывается вами, вы можете предоставлять, еще раз повторюсь, вместе с вашим решением Learning Pass. И тогда адаптация этого решения и его использование будет намного проще. стоимость. Стоимость Dynamics 365 Learning Pass Learning Pass входит в функциональность. Это базовая функциональность. Да. Нет никаких там предпосылок или описания, что это платная опция. Да, Сереж? Есть лимит по шагам?
Хороший вопрос. Я не проверял. А на одну сущность можно 2 гайда? Можно, они будут разделены правами, ну, роли безопасности. Одна ифа. Есть последовательность открытия их. Если есть стандартный на эту сущность, то в первую очередь откроется кастомный. Если, ну, вот таким образом. А дальше делай разветвление, Сереж. Ну ты же можешь сделать, правильно? Ну, я думаю, По идее, пас. Если я в поле кастомер ввожу аккаунт або контакт, в залежності від даних, або далі подкаст по контакту, або по аккаунту. Так не можна буде. Нет, к сожалению, таких ветвлений как таковых нету вообще. Касательно твоего вопроса насчет того, если для одной сущности, не предполагается, что пользователи разных ролей будут начинать свою работу из одной и той же сущности. Для каждого подразделения есть какая-то отправная точка. Для отдела продаж это lead или opportunity, для отдела саппорта это кейс. Соответственно, ваш Learning Pass будет начинаться из какой-то одной основной сущности. Дальше он может ввести вас там в другие дебри системы, но это будет последовательность, которую вы будете нажимать вот здесь, да, там, переходя в следующее и следующее окно. Понятно? То есть вы делаете некую отправную точку и последовательность сайдбаров или guided тасков, связанных между собой, но начинаются они все из какой-то одной отправной точки. Ну вот, как, например, Boost Sales, да? Он начинается с лидов, и он вас всегда вернет к лидам, этот Learning Pass. И дальше последовательно вы идете по различным объектам системы, там, дашборды, opportunity, продукты, что угодно. Я так понимаю, просто человек спросил, для оператора колл-центра можно сделать 17 learning пассов на звонке? Типа, что делать, если мне то сказали или то сказали? Или вот это? Как скрипт разговора я бы не использовал. Unified Service Desk больше. JavaScript получается. Да, во-первых, это загрузка, оно хранится в облаке в ажуре, то есть, ну, есть определенное время, да, с которым оно отрабатывает. Сейчас вроде бы практически нет задержек, да, то есть если хороший интернет, не замечаешь этих задержек, сейчас, ну, в принципе, практически, да, там есть маленький лаг, но он небольшой, но для контакт-центра это не подойдет. Это для тех пользователей, которые пользуются десктопным, да, в основном базовым функционалом. А робить в Unified Service Desk? В Unified Service Desk? Да. Ну, конечно, если оно включено, ну, если встроено полноценное окно CRM, то да. Хорошо. А ты показывал опцию добавить на стартовую сторінку. Ти хорошо сказав про те, якщо в нас немає жодної опції, а якщо декілька. Еще раз. Если я дважды вмещу на разных настройках. То есть вообще не слышно. Ну, Нет, воно мені скаже, що там вже є опція. Ще два все-таки може становиться. если кастомный, ты имеешь в виду, да? Ну, не готов тебе сказать, нужно дополнительно проверить такое хитросплетение. Но, еще раз повторюсь, это не нужно. Ну, мы же решаем реальные практические задачи, а в них есть реалии того, что есть sales менеджер, есть маркетинг менеджер, Только веб, да? Маншет. веб, и я же показывал, А, да? да, маншет. Да. Сейчас, секунду. Десктоп и таблет, я помню. Да. Вот они. Десктоп и таблет, да. Вот он клиент. Веб по умолчанию. Форм-фактор, десктоп и таблет. Может быть. То есть, ну, включаем или не включаем. То есть какие-то гайды могут быть только для таблета, какие-то только для десктопа. Ну, здесь имеется в виду там и там веб-клиент, просто это конкретно для планшета, а второй конкретно для обычной версии на Windows. А є можливість крос-entity переходу? Кросс-entity перехода. То есть были в opportunity, перешли в З ліда в opportunity. коммерческое предложение? Да, конечно. А якщо в мене на ліді є право на opportunity? Это такие тихоненько есть. Стандартная роль salesperson предполагает все-таки, если ты sales менеджер, что
и к лиду, и к opportunity у тебя есть доступ. Да, ну ты сам понимаешь, какие бывают кастомайзеры. И Пусть человек это последний вопрос. Мне интересно, стрелочка Next будет, скажи, ничего. Не готов сказать. Нужно проверять. Скорее всего, будет. Нужно проверять Ты же- дополнительно, ты же не да. главное будешь смотреть, будешь смотреть, как Моей это целью не работает. было изучить все хитросплетения возможных вариаций страшных кастомайзеров системы. Да? Моей целью все-таки было донесение базовой концепции, архитектуры и возможностей в первую очередь этого продукта. Я предлагаю Жене, чтобы Для ты бизнеса. Сергею передал систему, а он ее оттестирует по всем негативным Во, сценариям. кстати, да. Напишет нам тестовый отчет. И встраивание в какие-нибудь там, да, кодов внутрь и ее куда-либо, вот, это очень хорошая, интересная тема для следующих докладов. То есть, но пока что, да, как вы видите, оно все отрабатывает в рамках окна Dynamics CRM. То есть как сам этот редактор, да, так и, собственно говоря, уже готовые Learning Pass, они работают именно в окне CRM. Спасибо. Спасибо, может быть, есть еще вопросы? А можно копировать, да? Шаблон сделать и заказывать то же самое для другого? Копировать эти сайдбары? Да. Ну, как шаблон, да? То есть сделать как шаблон, а потом ставить другой и переделать его под другого. Смотрите, такой опции я не увидел явно, да? Темплейт, здесь имеется в виду темплейт отображения этого сайдбара, но явной опции копирования я не увидел. А если использовать там, где вот этот вот паблиш, мы его брали, публиковать его по другим названиям, он сделает дубль? Не, публикация относится конкретно к этому сайдбару или guided task, который вы выбрали. То есть нельзя сказать опубликуй там какой-то другой или опубликовать как, да, или сохранить как. Вот, то есть, То ну, есть если здесь мы меняем просто название и публикуем, да, сохраняем? да, он этот же сохранит с другим названием, да. Будет просто публикация самой свежей версии, да? Да. Нет, ну, Конечно, можно попробовать подключить разработчика. Например, выгрузка файла может дать вообще полную структуру этого элемента. Если можно его перезагрузить, просто к другому ID привязать, можно попробовать таким образом. Там нет никаких опций, когда ты чекбоксом выделяешь один из этих сайдбаров. Значит, вот что есть в менеджере. Экспорт. Экспорт. А если мы экспорт нажмем? Ну, мы получим тот же файл, который мы видели. Да. О, а теперь давай импортнем его. Хорошо. Что он скажет нам? экспорт, ну, теперь выборки то же самое. Хотим эту ошибку увидеть. Очень милые ручки. И? Successfully. Уху. Видели? Обновил. Обновила. Отлично. Ну, это не совсем то, Да. к чему мы хотели. Но, в принципе, Тем не менее, да, обновить обновила, да? Следующая вторая инстанция нет? А если ты переименовал старый, новый? Или что мне подсказывает, что все-таки он брал из содержимого файла название Learning Pass, который он должен обновить. Можно Давайте поиграть. оставим Сережу. Да, можно Он поиграть. не сценарий этот тестировать тоже. Правильно. Пересобрать? Вот такие вот новые возможности. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Что, все? Все? Да.